Приветствую вас, друзья! Сегодня мы с вами будем избавляться от болей в области тазобедренного сустава. Будем лечить мышцу, которая как раз к этой боли и приводит. Причем, если эту боль долгое время игнорировать, не заниматься лечением этой мышцы, то со временем ситуация будет ухудшаться. Будут не просто болевые ощущения, но будет также разрушаться и хрящ тазобедренного сустава, что будет приводить к усилению степени коксартроза, ну и соответственно уже потом будет и ходить сложнее, потом будет уже боли сильнее беспокоить, и ночные боли, и в общем появится куча проблем, поэтому не игнорируйте боль. Если вы чувствуете боль, то нужно обязательно делать этот комплекс упражнений, который я вам сейчас покажу, и со временем у вас все болевые ощущения уйдут, и ваше состояние будет улучшаться. Мышца, которую мы будем сегодня с вами лечить, называется средняя ягодичная мышца. Если мы ляжем на правый бок, найдем здесь тазовую кость. Это у нас подвздошная кость. Самый верхний край этой кости — это подвздошный гребень. И вот мы нащупали эту тазовую кость. Она у нас сбоку находится, этот вот подвздошный гребень. И мы спускаемся вниз и чувствуем здесь еще один такой бугорок. Это у нас вертел бедренной кости. Нашли бугорок. И вот как раз вот в этом месте, она такую треугольную форму имеет, эта мышца. Вот как раз вот в этом месте и находится средняя ягодичная мышца. То есть она крепится к гребню подвздошной кости и к большому вертелу бедренной кости. Крепится она через сухожилие, и если эта мышца зажата, а нагрузка на эту мышцу большая, потому что она принимает участие и в сгибании ноги, когда мы ходим, она принимает участие. Она также принимает участие, когда мы делаем ротацию в тазобедренном суставе, то есть вращаем бедром. Также, когда мы стоим, на эту мышцу очень большая нагрузка. Особенно если у вас стоячая работа или вы много ходите, много стоите, то на эту мышцу ложится очень большая нагрузка. Из-за этого она укорачивается, в ней могут появляться триггерные точки. За счет этого эта мышца стягивает тазобедренный сустав, так как она крепится как раз, получается, что вот этот вот гребень подвздошной кости и вот этот вот бугорочек, что является большим вертелом бедренной кости, они как раз вот когда, если вот так вот взять их и сжать, то получается, что мы усиливаем давление внутри тазобедренного сустава, то есть между головкой бедренной кости и вертлужной впадиной. И когда эта мышца зажата, то давление в тазобедренном суставе возрастает, межсуставная щель становится меньше, она может вообще даже отсутствовать со временем, если этой мышцей не заниматься. И это приводит не только к болевым ощущениям, но еще и к дегенеративным изменениям в хряще тазобедренного сустава. Поэтому давайте займемся лечением этой мышцы, чтобы нас не мучили болевые ощущения, ну и также, чтобы тазобедренный сустав не разрушался. Итак, для начала что нам нужно сделать? Мы ложимся на спину. Для начала мы сделаем небольшую разминку. Нам нужно обязательно улучшать кровообращение в ногах, чтобы у нас мышцы снабжались кровью. А когда мышцы лучше снабжаются кровью, они лучше и расслабляются. Также нам важно еще улучшить венозный отток крови, чтобы не было варикозного расширения вен, чтобы у нас лишняя венозная кровь хорошо уходила, ну а поступало больше артериальной крови. Итак, сделали вдох. Вдох сделали через нос. Делаем выдох через рот. Тянем вниз пятку правой ноги, носочек при этом тянем на себя. Раз. Опять делаем вдох.
И на выдохе, выдох делаем через рот, тянем пятку вниз, носочек на себя. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть таким образом мы снимаем компрессию с тазобедренного сустава и увеличиваем межсуставную щель. Но дальше мы будем еще делать другие упражнения, чтобы компрессию эту снять еще сильнее. Это у нас такое еще пока что разминочное упражнение. Теперь сделаем то же самое на левую ногу. Сделали вдох. Выдох через рот. Тянем пятку левой ноги вниз, носочек на себя. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь мы будем делать ротацию в тазобедренном суставе, то есть будем тоже разрабатывать среднюю ягодичную мышцу. Поставили ноги пошире и наклоняем носочки наружу, теперь вовнутрь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И теперь будем улучшать кровообращение. Сделаем велосипед. Можно делать одной ногой, если двумя ногами тяжело. Подняли правую ногу, согнутую в колене. И делаем вот такие движения. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь в другую сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь подняли согнутую в колени левую ногу и тоже делаем велосипед. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И в другую сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь мы ставим 3 стула рядом. Садимся на крайний стул. Таким образом, чтобы у нас где-то вот середина бедра, чтобы была на краю стула. И мы ложимся на бок. И вот у нас как раз вот
край стула, середина бедра, и ноги у нас свисают. Мы легли на правый бок, правую ногу согнули в колени, а левую ногу выпрямили. И вот таким вот образом лежим. Под голову можно положить подушечку, либо можно лечь на руку, как вам удобно будет. И вот таким вот образом мы лежим. И сейчас вот очень хорошо чувствуется, как у нас пошла декомпрессия в тазобедренном суставе. У нас увеличивается межсуставная щель. То есть даже просто вот так вот мы можем полежать, и уже сразу же будет облегчение в тазобедренном суставе. Боль будет уходить. Также у нас идет в таком положении небольшая растяжка в средней ягодичной мышце. Но дальше мы поделаем упражнения более эффективные для растяжки. А сейчас наша задача убрать компрессию в тазобедренном суставе, чтобы увеличить межсуставную щель, чтобы синовиальная жидкость там находилась в межсуставной щели, и чтобы она смазывала лучше поверхности хрящевые, и, соответственно, чтобы сустав не разрушался. То есть наша задача состоит в этом, чтобы предотвратить разрушение тазобедренного сустава, чтобы его не было. Если оно есть, то мы его остановим таким образом. Итак, вот в таком вот положении можно лежать 5 минут, можно 10 минут лежать в таком положении. Сколько, в общем, у вас будет возможности, можно вот так вот просто лежать, и вы будете чувствовать облегчение в области тазобедренного сустава. Даже если у вас есть боли в паховой области, то когда вы будете лежать в таком положении, у вас тоже и в паховой области будут боли проходить. Но мы не будем просто лежать, то есть вы можете полежать какое-то время. Ну а мы пойдем дальше и будем делать упражнения, чтобы тренировать боковую поверхность бедра. Нам нужно эти мышцы еще и укрепить. То есть мы делаем вдох через нос и на выдохе поднимаем левую ногу вверх. Опустили ногу, расслабили. Раз. Опять делаем вдох через нос. И на выдохе через рот поднимаем ногу. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. И вот я проделал эти упражнения и чувствую сразу пошло разогревание в области тазобедренного сустава и облегчение. Сейчас нам перевернемся на другой бок и будем делать эти упражнения уже на правую ногу. Теперь садимся с другой стороны. Тоже вот смотрим середина бедра, чтобы у нас была на краю стула. Переворачиваемся на бок. Ложимся. Сейчас мы уже ложимся на левый бок. Левую ногу согнули в колени. Правую ногу опустили, руку подложили под голову. И вот сейчас у нас уже идет декомпрессия в правом тазобедренном суставе. Мы можем какое-то время полежать в таком положении. После того, как вы полежите, поделаем упражнение. Сделали вдох через нос, выдох через рот и поднимаем правую ногу вверх. Раз. 2. 3.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И теперь встаем со стульев. Теперь наша задача помассировать среднюю ягодичную мышцу. Для этого мы ложимся на правый бок. Будем массировать левую ягодичную мышцу. Правая нога у нас прямая. Левую ногу мы немножечко согнули. И колено положили на коврик. Чувствуем, что у нас средняя ягодичная мышца расслаблена. Важно нам ее еще правильно найти. Для этого мы должны найти тазовую кость. Нашли вот тазовую кость. И немножечко отступаем назад. Вот по краю тазовой кости идем. Отступаем назад. Вот примерно 10 сантиметров в бок. Получается, что вот у нас тазовая кость здесь. Мы в бок отступаем. Вот так вот рукой провели. Мы нашли гребень подвздошной кости. И теперь мы ищем такой вот бугорочек. Нашли его. Это большой вертел бедренной кости. И вот как раз между вот этим гребнем подвздошной кости и большим вот этим вот вертелом бедренной кости и находится средняя ягодичная мышца. Она такая треугольная, как я уже ранее говорил. Берем лопаточку. Ручка у нее должна быть не очень острая. Примерно вот у меня 5 миллиметров на 2 сантиметра. Можно взять там сантиметр на сантиметр. Примерно, чтобы такой был размер. Можно круглую, то есть форма большого значения не имеет. У меня просто вот такая есть в наличии лопаточка, поэтому ее беру. И мы вот эту область начинаем массировать. От самого края кости тазовой начинаем. Надавливаем и вот так вот пытаемся прощупать, найти те места, которые у нас спазмированы. Те места, где у нас триггерные точки. Если мы надавливаем и чувствуем болевые ощущения, значит в этом месте мы задерживаемся и надавили и немножечко так вот сделали круговые движения. Таким образом эту мышцу, спазмированную эту точку, мы будем расслаблять. И вот этот вот весь треугольный участок, всю вот эту вот среднюю ягодичную мышцу нам нужно как следует промассировать. Также, если мы зайдем на большую ягодичную мышцу, тоже хуже не будет. Потому что в большой ягодичной мышце тоже могут появляться триггерные точки. И вот как только вот я нащупал точку здесь болевую, и как следует начинаю эту точку разминать. И вот даже там, где у нас бугорочек, это большой вертел бедренной кости, около этого бугорочка мы тоже немножечко так вот помассируем. Не сильно, не допускаем болевых ощущений больших, потому что здесь у нас сухожилия. Наша задача их не повредить. Сильно здесь мы не нажимаем, но немножечко тоже помассируем. Расслабляем всю эту зону. Ну и вдоль гребня подвздошной кости мы тоже проходим. Вот таким вот образом. Здесь мы тоже расслабляем сухожилия. Итак, с одной стороны промассировали. Переворачиваемся уже на левый бок.
Голову кладем на подушечку или можно на руку положить. Левая нога прямая. Правую ногу мы немножечко согнули в колене. Положили на пол. Трогаем, чтобы у нас мышца была расслаблена. Берем лопатку. Находим эту мышцу аналогичным образом. И начинаем массировать. Причем с разных сторон у вас могут быть триггерные точки с одной стороны, а с другой стороны триггерной точки может и не быть, а может быть еще больше. Поэтому даже если у вас боль только лишь с одной стороны, массировать нужно обязательно с обеих сторон. Потому что если болит с одной стороны, то вероятность 99%, что потом будет болеть и с другой стороны. Поэтому наша задача предотвратить, чтобы не болело ни с одной стороны. И тоже вот прорабатываем среднюю ягодичную мышцу, как следует массируем всю вот эту зону. Ну и также, если мы зайдем на большую ягодичную мышцу, чуть-чуть можем сзади помассировать. Это тоже будет хорошо. И массируем зону большого вертела бедренной кости. Ну и также вдоль гребня подвздошной кости проходим. То есть это места крепления средней ягодичной мышцы. Мы их тоже немножечко промассируем. Итак, массаж мы сделали. Я сделал массаж довольно-таки быстро. Вы можете еще подзадержаться, помассировать подольше. Нужно как следует эти мышцы проработать. Теперь мы ложимся на спину. Согнули в колене правую ногу. Перешагнули колено левой ноги. И будем делать растяжку для средней ягодичной мышцы. Руки в стороны. Левой рукой взялись за колено правой ноги. Сделали вдох через нос. И на выдохе тянем колено к полу. Лопатку правой руки от пола не отрываем. Исходное положение. Раз. Опять сделали вдох. И на выдохе тянем колено к полу. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. И теперь тянем колено к полу и держим. С каждым счетом стараемся колено все ближе и ближе к полу притягивать. Но главное, не отрываем лопатку от пола правой руки. Итак, считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Выпрямили правую ногу. Согнули в колене левую ногу. Перешагнули колено правой ноги. Правой рукой взялись за колено левой ноги. Сделали вдох. И на выдохе тянем колено к полу. Лопатку левой руки от пола не отрываем. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. И теперь тянем колено к полу и считаем. С каждым счетом все ближе и ближе стараемся колено к полу тянуть. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь согнули ноги в коленях. Будем тренировать ягодичные мышцы. Приподняли немножечко таз, сделали вдох. И на выдохе максимально таз поднимаем. Выдох через рот. И до конца таз не опускаем. Опять сделали вдох. Выдох. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Опустили таз. Расслабились. Друзья, напишите обязательно в комментариях, какие у вас ощущения после этого комплекса упражнений, какие у вас есть еще проблемы, какие бы вы хотели, чтобы я еще комплекс упражнений заснял. На этом все. Как можно чаще делайте этот комплекс упражнений и будьте здоровы. До новых встреч!